В 1858 году некий Роберт Фоллан, играя в салоне в покер, выиграл $600, но один из игроков обвинил его в шулерстве, достал пистолет и застрелил на месте. Никто из присутствующих не осмелился взять выигрыш убитого или занять его место за карточным столом, но по правилам игру нужно было довести до конца. Тогда игроки решили пригласить за стол первого встречного. Спрятав труп, они вышли на улицу и встретили молодого человека, который согласился играть с ними на деньги убитого игрока. Странным образом, новичку повезло, и он поднял сумму выигрыша до $2200. Тем временем прибыла полиция, вызванная хозяином заведения в связи с убийством Роберта Фоллана. Игроки были арестованы, а деньги Фоллана полицейские распорядились передать ближайшим родным покойного. И тут выяснилось, что приведенный с улицы удачливый молодой человек был сыном убитого Роберта Фоллана, который, правда, не видел своего отца больше 7 лет. Известный писатель Эдгар По в 1838 году написал рассказ о потерпевших кораблекрушение 4 моряках, которых много дней носило по морю. И чтобы избежать голодной смерти, они решили убить и съесть самого молодого члена их экипажа – юнгу по имени Ричард Паркер. Спустя 46 лет после выхода рассказа, в 1884 году в море обнаружили корабельную шлюпку с 3 жертвами кораблекрушения, которые в дальнейшем рассказали, что изначально их было 4, но 4-го, юнгу по имени Ричард Паркер, съели, чтобы самим не умереть с голоду. Возможно, у писателя Эдгара По все-таки была машина времени. История британского майора Уолтера Саммерфорда поистине удивительна. Его приключения начались в 1918 году. Во время боев во Фландрии он был поражен ударом молнии, в результате чего у него была парализована нижняя часть тела. Спустя некоторое время состояние Саммерфорда улучшилось. Оставив военную службу, он уехал в Ванкувер. Спустя несколько лет, в 1924 году, отставной майор ловил рыбу на берегу реки, когда молния угодила в дерево, под которым он сидел. От удара у него парализовала правую часть тела, и майор опять на несколько лет оказывается прикованным к постели. Через 2 года мистер Саммерфорд вновь научился ходить и даже смог совершать прогулки до ближайшего парка. Но в 1930 году во время прогулки в парке началась гроза, и в него снова ударила молния. В этот раз оправиться бедняге не удалось. После 2 лет полного паралича Саммерфорд скончался. Удивительно, но невероятная история майора с его смертью не завершилась. Спустя 4 года молния разрушила надгробие, установленное на его могиле. В 1992 году французский художник Рене Шарбано по заказу мэрии Руана работал над картиной Жанна д'Арк на костре. В качестве натурщицы ему позировала молоденькая студентка химического факультета Жанна Ленуа. На следующий день, после того, как картину вывесили в зале заседаний мэрии на обозрение публики, произошла трагедия. В университетской лаборатории института взорвались реактивы и начался пожар. В это время там находилась натурщица Жанна. Девушка сгорела заживо, подобно Орлеанской деве, которую она изображала. В 1999 году австралийский водитель-дальнобойщик по имени Билл Морган попал в аварию на своем грузовике. Мужчину доставили в реанимацию. Введенное врачами лекарство вызвало аллергическую реакцию и остановку сердца. В течение 14 минут его считали мертвым, но затем врачи сумели вернуть его с того света. Спустя некоторое время, уже полностью оправившись от клинической смерти, он зашел в магазин за повседневными покупками и на сдачу купил лотерейный билет. Потерев монеткой защитный слой, Билл обнаружил, что выиграл по нему автомобиль за $17 тысяч. Весть о том, что человек был на краю гибели, а потом выиграл в лотерею, облетела Австралию. Журналисты решили сделать о нем новостной сюжет и попросили повторить момент покупки в прямом эфире на камеру. Поэтому он приобрел еще один лотерейный билет. И это оказался джекпот на $250 тысяч. I just won 250,000. I'm not joking. You're not, are you? Really? I just won 250,000.
No, please don't come with me. Американец Деланд Маккаллоу был рожден в городе Цинциннати в 1972 году 16-летней девушкой по имени Кэрол Брикс, но юная мать отдала своего первенца на усыновление, так как она была школьницей и не могла обеспечить своему сыну хорошую жизнь. Когда мальчику было 6 недель от роду, пара из города Янгстаун усыновила его и дала ему новое имя. В школьные годы Деланд увлекся американским футболом. К старшим классам средней школы он стал звездой местной команды, и скауты из профессиональной лиги НФЛ обратили на него внимание. Одним из скаутов, который проявил особый интерес к юноше, был человек по имени Шерман Смит, тренер университета Майами в Огайо, и со временем между ними возникла тесная эмоциональная связь. В конце 2016 года в закон штата были внесены изменения, которые облегчили доступ к документам об усыновлении, и Деланд начал поиски своих биологических родителей. Он разыскал свою биологическую мать, и она сообщила ему имя отца – Шерман Смит. Родной отец Деланда оказался его тренером по футболу, который 28 лет назад стал для него наставником и привел в профессиональный спорт. На этой фотографии Джим Льюис и Джим Спрингер – близнецы, разлученные при рождении и отданные на усыновление в разные семьи. В дальнейшем они оба женились на женщинах с именем Линда, а затем развелись и женились на женщинах с именем Бетти. У обоих были собаки по кличке Той, оба назвали своих сыновей именем Джеймс Аллен. А узнали друг о друге эти братья-близнецы лишь в возрасте 39 лет. В начале Первой мировой войны британский пассажирский лайнер «Кармания» был переделан во вспомогательный крейсер для нужд флота. Чтобы защитить его от нападения, британцы замаскировали корабль под германский пассажирский лайнер «Мыс Трафальгар». 14 сентября 1914 года замаскированный лайнер «Кармания» подстерег и потопил германское судно у берегов Бразилии. Как оказалось, потопленный немецкий корабль – это и был настоящий мыс Трафальгар, который немцы, в свою очередь, замаскировали под этот британский пассажирский лайнер «Кармания». В одну из больниц Флориды одновременно на работу взяли 2 медсестер-кореянок в одно отделение на одном этаже. Женщины быстро подружились. Каково же было их удивление, когда они поняли, насколько похожи оказались их судьбы. В итоге женщины сделали тест ДНК, по результатам которого оказалось, что они приходятся друг другу биологическими сестрами. У них был общий отец, после смерти которого дочерей отправили в разные детские дома Кореи. В дальнейшем обеих девочек удочерили американские пары, перевезли в Соединенные Штаты Америки и обеспечили им медицинское образование. Нил Дуглас и Роберт Стерлинг, случайно оказавшиеся в соседних креслах в самолете, просто обалдели, когда увидели друг друга. До полета мужчины не были знакомы, но это сходство положило начало новой дружбе. Не зря говорят, что у каждого из нас где-то на свете есть двойник. Если вы подписаны на канал, то это замечательное совпадение, чтобы в дальнейшем узнать новые истории.